Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем, почему сушильная машинка не сушит, либо сушит не совсем качественно. Есть несколько причин. Некоторые банальные, некоторые встречаются очень редко технически. Ну, первая причина – это, конечно же, засоренный фильтр. Обратите внимание, что фильтр, его не обязательно прям очень качественно чистить, можно просто рукой собрать и потом использовать данный фильтр при дальнейшей сушке. Очистку всех фильтров и также пространства здесь вот внутри качественным пылесосом я провожу раз в несколько недель. Обратите внимание, что здесь также внизу могут быть фильтры. В данной модели дополнительного фильтра нет, здесь только такая решетка, которую тоже периодически нужно очистить пылесосом, но могут быть также дополнительные небольшие фильтры. Следующая причина – это засорение сборщика для конденсата. В зависимости, конечно, от вашей модели, конструкции, здесь могут быть какие-то пазлы засорены, либо уже непосредственно здесь вот в отделении, куда вы помещаете свой сборщик для конденсата. Некоторые, конечно, пытаются разбирать сушильную машинку и прочищать все, и получается удачно, но, на мой взгляд, конечно же, лучше обратиться к специалисту. И еще, друзья, отмечу одну особенность. При установке машинки у вас могут быть два варианта. Первый вариант – это отдельно стоящая машинка без слива. И второй вариант – это со сливом. Соответственно, если вы устанавливаете второй вариант со сливом, то конденсатор, сборщик конденсата у вас будет всегда пустой. И, соответственно, ничего там засоряться не будет. Это очень большое преимущество. И если у вас есть выбор, то, конечно же, лучше использовать установку с дополнительным сливом. Следующая часто причина – это то, как вы складываете вещи в сушильную машинку. Можно их, конечно, беспорядочно накидать, и тогда в процессе сушки они могут сильно закрутиться, могут забиться, например, в пододеяльник, и в итоге таким вот комком болтаться во время сушки, и в результате вы вытащите вещи, они будут наполовину мокрые. Я стала вещи складывать вот как бы стопочкой, как на полку. Маленькие полотенца в 2 сложения я складываю, большие полотенца тоже вот так вот аккуратно раскладываю, постельное белье в 4 сложения, и при таком варианте у меня вещи особо не сбиваются и лучше просушиваются. Это варианты, когда у меня все где-то комком сбилось, практически исключены. Следующая ситуация, когда вы стараетесь просушить буквально одну футболочку, либо пару носков, тогда датчики сушильной машинки могут не сработать, и у вас процесс сушки не запустится. Поэтому желательно сушку заполнять хотя бы на треть, и тогда вы получите хороший результат. Еще один момент, если вы используете режимы для сушки, именно для различного типа белья, не совсем корректно. Вот, допустим, в моем варианте, если я сушу исключительно хлопковые вещи, то тогда я могу загрузить всю сушильную машинку по максимуму, и действительно у меня белье хорошо просушится. Если же у меня будут сушиться вещи различного состава, например, синтетика и хлопок, лен, то в таком случае при максимальной загрузке машинки белье у меня просушится всего лишь наполовину. И производителям вообще рекомендуется загружать в таком случае вещи смешанного состава максимум наполовину. И еще один особый случай – это сушка пуховых вещей. Дело в том, что в сушильных машинках есть такой режим, но если вы помещаете, допустим, большую подушку либо большое одеяло, пух, он 100% не просушивается. У меня есть на канале огромный плейлист с стиркой, с сушкой всех возможных пуховых вещей. Я разбирала все нюансы, особенности, как постирать пуховую вещь, чтобы она хорошо быстро высохла, не скомковалась и также не было неприятного запаха. Так вот, если вы используете сушильную машинку для пуховых вещей, то я рекомендую однозначно досушивать еще дополнительно. Особенно пух, он очень быстро может провоняться, поэтому важно вот со 100% гарантией просушить полностью.
Ну, конечно же, плюс использования сушильной машинки для пуховых вещей есть. Вы ускоряете процесс сушки, и причем значительно. И еще одна особенность. Могут некоторые не знать, что помимо режима выбора типа вещей, то есть состава, там хлопок, либо синтетика, можно также выбрать интенсивность сушки. Вот здесь вот она указана. Либо это исключительно для глажки, вещи будут довольно-таки влажные, для шкафа, шкаф плюс и прям супер сушка. Из опыта могу сказать, что если вы хотите высушить вещи и практически сразу положить их в шкаф, то лучше всего выбрать максимальную сушку, потому что вещи на режиме шкаф, они все равно немножечко влажные остаются. Плюс, если они слегка закрутятся у вас в процессе сушки в машинке, тоже могут недостаточно хорошо высохнуть. И положив такие вещи в шкаф, вы рискуете получить неприятный затхлый запах самих вещей, и будет неприятный запах в шкафу. Поэтому режим максимальной сушки. Я выбираю всегда солнышко. Ну а на этом, друзья, у меня все. Надеюсь, что вам мое видео очень понравилось. Комментируйте, пишите свои отзывы, делитесь своим опытом. Буду очень рада с вами пообщаться. И до новых встреч!